Ты мою карьеру сейчас всю знаешь? Мы испанцам не проиграли, а выиграли. Я 40 голов забил. Легенда. Про загул гостишки показывать будем? Ой. А косяки. Вообще класс. А ты можешь так палец приложить? Hello и А почему? 4 меня вообще бесит. А, это Дэвид Бекхэм был? Мы предложили Андрею Аршавину снять первоапрельский розыгрыш в Зенитовской академии. Спрятали в его кабинете десяток очень скрытых камер. Подготовили наблюдательный пункт и начали по очереди приглашать людей для очной встречи с легендой. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Yes, here. Okay, David. I'll call you back later. Sure, no problem. Great news about the project then. Bye for now, Andrew. Okay. Bye, mate. Bye. Что за Дэвид Ливерпульский? Ну да. Вы вот так сразу знаете? Я его знаю. Закрывайте дверь. Чё, как у нас работа? У нас работа. Ну, Не знаю, уже не просто так позвали, наверное, что случилось. да нет, почему? Что случилось? Наоборот, сейчас будем внедрять. Понятно. Саш, привет. Здравствуй. Привет. Чё, как дела? Понимаю. Да, садись. Чё, как дела? Да, все в порядке. Пытаемся сейчас разобраться с завтрашним матчем. Как у нас что Что, он освещается. будет? Освещаем, не освещаем, если все в порядке. Ладно, Федорович, смотрите, ситуация, я не знаю, ливерпульский, манчестерский, мы с Интер Миланом договорились, майамский. Не Майами, а с майамским Интером. Вот документы читаю, там же Бекхэм рулит. Вот, В Интере? да, в майамском. Ну вот, и мы договорились 3-м, 4-м, 5-м, 6-м годом сыграть серию матчей. В Майами? В Майами, да. Чё? Не, ну с визами проблемы американскими. Так, Ну, ладно. и весь штаб нам нужно брать с собой. Весь штаб это какой? Ну, не знаю, кто там обычно ездит. Ну, Тренеры, администраторы. понятно. Тренеры понятно, да. 4 возраста. 3-й, 4-й, 5-й, возраста. 6-й. Да. Не, ну круто, что. И Дэвид дал согласие, Когда? поэтому как? В июне. Тогда надо сейчас уже делать визы. Да. Так я почему и вызвал. Через месяц вы полетите туда, на разведку, посмотреть отели, условия, где будем тренироваться, какие там развлечения для ребят будут. В Майами? А? Ну да. Какие развлечения? Да, В Майами? ну там вообще классно же. Там же недалеко, охеренно это в Диснейленд в Орландо. Нет, от Орландо, это далеко от Майами. Ну ничего, свозим ребят. Ну, час где-то, да, на езды на автобусе от Майами, да. Снимите маску, а то не бойтесь меня, все нормально, я не кусаюсь. Сейчас. Я на самом деле наоборот хочу сказать, я тут пирожки чудом попробовал ваши с картошкой, они реально вкусные были. Это хорошо, слава богу. Я просто Это сразу... в чем секрет? Не знаю. А? Как не просто- знаю? Вы же у нас отвечаете за еду Я и не позвонила сейчас знаете. Наталье, я говорю, Наталья, кассир наш, говорю, меня Андрей Сергеевич все вызывают, говорю, у тебя все в порядке? Она говорит, да, испугалась такая вся. Надеюсь, все хорошо. Ой, Че? надеюсь, что все хорошо. у Ну, вас. я давно столов не был, но вот только кроме пирожков ничего не ем, поэтому можете быть спокойны, наверное. Хорошо. Вот дети довольны, Это поэтому радует. они не жалуются. Радует. Ладно, давайте к делу. Можно я разденусь? Да, конечно. Сейчас тренировка. Что вы сегодня делали? В крестики-нолики поиграли? И все? Футбол играли? Играли. А? Играли. А что ты на замену ушел в последней игре? На завтрак не пришел. А? На завтрак не пришел. А почему? Проспал, не слышал, как будили. Слушай, мне самому что ли ставить, чтобы тебе звонить, будить тебя? В школе что? Посты Ну, стараюсь закрыть. закрыл или нет еще? Не совсем до конца, там по физике еще осталось. По физике? А математика? И математика. И когда ты это решишь? Потому что важно сейчас. А? Стараюсь сейчас. Сейчас это когда? Сегодня или через неделю?
В ближайшее время. А? В ближайшее время. Ближайшее это размыто. Что ж. Начиная с сегодняшнего дня. А вы уже начали учиться? Да. Или каникулы? Сегодня в школу иду. Слышишь, давай это сейчас пока отложим, то, что я тебе говорил. Угу. Сейчас другой проект. Я встречался в Москве с англичанами. И они хотят снять большое кино про меня. Угу. Ну, там большой бюджет. Ты сколько работаешь в академии? Второй год пошел сейчас. Да? Ну, вот мне нравится просто, как ты все делаешь. Хорошо, там в Инстаграме это все выставляешь. Будем стараться еще. А? Будем стараться еще лучше. И возвращаясь к тому, что фильм должен быть как движение вверх, тренер. Угу. Ну, что-то такое, что реально крутое кино. Просто англичане хотят вложить реально много денег, не знаю почему. Видимо, я в Англии более популярен, чем в России, или у них больше денег. А ты еще какие-то спортивные фильмы, можешь вспомнить? Что-то, может быть, мы включим про меня? Про спорт такое, вот только последние вот эти, да, популярные были, которые там про движение вверх, легенда. Ну, это русские, а иностранные. Сейчас посмотрим, что есть. Я слышал парочку, просто так навскидку не вспомню. Как ты работаешь в футболе, в спорте и ничего не знаешь про спортивные фильмы? Самое главное знать, как быстро найти. Так, ладно, это полдела. А вопрос в том, что он к нам приедет, Дэвид. Ну, так пускай присылает свой паспорт. Не, это понятно. Нам нужно, кто будет, точнее, мы вам доверяем, чтобы устроили экскурсии, там, теплый прием. Все сделаем, это не проблема. Что, мы Лига Чемпионские эти как? Лига Чемпионские, что ли, не принимали делегации? Конечно, спокойно. Да? Конечно. Не, одно дело делегация, это же Бекхэм. Может, он с женой приедет. Надо просто ему позвать. Я телефон дам, но нужно будет вам набрать его. Бекхэм? Справитесь, но кому? А, это Дэвид Бекхэм был? Я думал, ливерпульский Дэвид. Там есть один у них. Да не, какой ливерпульский? Ливерпульский — это второе место. Мы сразу по кругу. Я даже не понял, что это Дэвид Бекхэм, честно говоря. Охренеть. Круто. Ты с английским все сможешь объяснить? Смогу. А с другой стороны... Я, правда, год уже, даже больше года вообще не разговаривал. Да нет, с другой стороны, давай сейчас это просто ему наберем. И вот я тоже с ним разговаривал, как раз он там что-то хотел сверхъестественное. Сверхъестественное? Я не знаю, что-то или срочное, не знаю. Давай ему сейчас наберем и поговорим. Я звонил в Англию и общался со своим консультантом в Арсенале, когда был. И у меня там получился хороший сезон. Я 40 голов забил. И мы просто подумали. Я вот тогда на специальной диете сидел. Ее специально для футболистов разрабатывали, для английской премьер-лиги. Она секретная была. Сейчас, может быть, и остается. Там и аналитики участвовали, футбольная медицина. Там вот секрет в белке, наоборот, что белка больше. Когда ты его больше потребляешь, и много тренировок, то это помогает нарастить мышечную массу. Это же в футболе важно, правильно? Конечно. Смотрите, и вот мне просто сейчас прислали то, чем мы там питались, и я хотел бы понимать, что мы здесь будем. Вы так только не считайте меня странным просто, но вот реально мы там вот этим вот занимались. Серьезно? Они вот отсюда белок брали. Где вы взяли это? Смотри, ситуация такая. Мы хотим, точнее не хотим, а уже договорились о сотрудничестве с иностранными клубами, чтобы к нам могли приезжать игроки из других стран, и мы отправлять. Как ты к этому относишься? К такой идее? Не знаю. Чтобы в 16-17 лет наши ребята могли ехать играть за границей. В целом хорошо, но Что? подтягивай тогда английский. Английский подтягивай. А что, у тебя слабо? Вообще. Что? Ужасно. How do you do? Вообще Yes, I do. все. Ужасно. Все, hello и goodbye. Почему? Не знаю. Просто смотри, мы видим в тебе потенциал. Поэтому первого, кого мы хотим отправить из академии, это тебя. И эта страна, на полгода поедешь в Нигерию.
как мы обсуждали, это должна быть реальная история, да? Да. Но просто документальный фильм снимать тоже неинтересно. И я подумал, что можно сделать, например, мы испанцам не проиграли, а выиграли. Причем я там 3 гола забил, допустим. Может быть, даже вообще какой-то чемпионат Европы. И в Арсенале там не 4 года играл, там 3, а 6. И там мы с Арсеналом, допустим, выиграли Лигу чемпионов. Что об этом думаешь? Если это правильно как-то построить, то можно сделать. Можно сделать, если правильно построить. Если именно концепцию какую-то заложить, это, ну, типа как оно могло быть, но не знаю, как правильно это, надо подумать, как это преподнести просто. Ты мою карьеру еще всю знаешь? Ну, относительно, да. Ну, скажешь, чтобы вот еще что можно преувеличить, где или наоборот может что-то убрать? Ну, мне кажется, что в целом можно именно как один из эпизодов, по крайней мере, точно, на который вот именно такую интригу создает, это сам день трансфера. То есть то, что это все в последний момент случилось, что вот этого могло бы и не быть, а оно вот в последний момент, там, в последние секунды проходит, и после этого вот идет прорыв, идет вот это все большие события. Ну, точно, и 1 миллион за 80 купили, самый крупный трансфер, нет? А? Ну, наверное. Как тебе это? Наверное, нужно взять просто из карьеры до Арсенала самые такие яркие, крупные моменты. Там обязательно там гол Локомотива в Суперкубке. Вот это прям... Да? Ну, мне кажется, ты... Клево думаешь? Да, я до сих пор помню. Молодец. Мне прям в голове осталось. Вообще класс. Hi there. Hello. Hi. Listen, I'm sitting with next to Fedor, and you had a question regarding the traveling to Russia. Yes. Yes, he hears you, and Okay. you can talk. Good. Hi, Fedor. Hi, David. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Listen, I have a couple of questions about Russia. Okay. What should first the visa? What should I do? I need to get a copy of your passport, the first page. If you would like to travel with your wife, I also would like to have the copy of the passport of your wife also, or some, I don't know, some friends. It's up to you, Up to Dave. you, yeah. Okay, I don't know about Victoria yet, but I could check. Okay, so passport. One more question. We have. Hey, tell Phil I'll be there. Listen, I need to go. Okay, Andrew will give you my number. We can speak about 6 o'clock this evening or something instead? Okay, I will call you. Okay. All right, good. Thank you. Bye. Okay, thank you, Dave. Thank you. Bye. Хороший английский. Когда я слышу англичан, я прям... Да нет, какой хороший английский, у него ужасный. Куда вы пошли-то, Федор Ильич? Английский у него. Да нет. В 6 часов звонится. Не, ну в 6 часов уже готовятся, пошли, сейчас еще 11. У них-то еще рано, мы на самом деле у них 8 или 9. У них 8. Легенда. Легенда? Мы Бэхэм, конечно. Да не, ну Федор Ильич, вы со мной разговариваете, какой Бэхэм? Не, ну ты-то одно. Сверчки, вот это мадагаскарские тараканы. Ну вот, это личинки жука. Вот это вообще, говорят, самое питательное. Их с рисом перемешиваешь. Ну, это может быть питательно. Не знаю, дети как это будут есть. Ну, так смотря как вы приготовите. Вы как-то, нужно подумать, как вот это мы приготовим. Вот эти, по-моему, жарят. Я говорю, вот эти с рисом там вареные, что ли, они идут. Ну, посолят. У вас есть опыт? Вот, что вы работали когда-нибудь с такими продуктами? Ну, естественно, понятное дело, что нет. И ребята, может быть, из поваров кто-то и работал с такими продуктами. Нет, ну, смотрите, вот. По-моему, ничего так. Ничего так. Не, ну, если вкусно приготовить, вот мы ели вот этих жуков. Личинки так себе, но с рисиком перемешаешь и ничего. А вот эти как? Да, просто, ничего, их может даже сырых попробовать не хотите? Ой, нет, спасибо. Нет, спасибо. Нет, ну серьезно. Нет, я не могу. А что, мы должны сами все пробовать, чтобы потом детям... приготовить хотя бы Кому-то надо будет пробовать же. Типа термически обработать. Термически обработать-то надо? Да не, ну это на свежачка можно. Да нет? Нет. Дети не будут, если... Почему? Ну, не знаю. Ну, если в академии же в Арсенальской едят. Мне кажется, у нас менталитет другой совсем. Менталитет другой у детей наших.
У русских. Не, надо просто приготовить, чтобы им понравилось. Я знаю, может, как семечки они будут. Может быть. А? Может быть. Я же не просто вас так позвал, то есть уже мы с Александром Ивановичем это проговорили, с Максимом Санычем, то есть наверху, в принципе, Всё. это одобрили, это внедрение этого. Если вы нам даете отмашку, почему нет? Мы готовы готовить все, что угодно. Поэтому мы хотим, чтобы вы меню проработали. Где вы будете искать вот рецепты? Я думаю, что наш заведующий производством квалифицированный, он знает, как это приготовить. Да? Да, он же работал до этого в разных кухнях. Он же не просто с улицы пришел. Вот ты можешь выбрать любую из команд. Я бы тебе посоветовал и Нимба, чемпион. Я не знаю, это как команда. А? Не знаю, это как команда. Чего ты не Не знаешь? знаю, это как команда. Ну какая разница? Главное, играть будешь. Надо только решить вопрос. По зуму будешь заниматься или туда тебя в школу пристраивать? Ну, тут можно и по зуму заниматься. Также задание получать и отправлять. Ну, по зуму или лучше в местную школу пойти? Там язык подтянешь. Они на английском все говорят. Я на русском-то с трудом разговариваю. А ты можешь так палец приложить к рукам? Может, мутя это? Вместо мяса подержи вот так. Похоже, нет? Если постараться. Ну ладно, подумаем, может быть, это и тебя вместо меня запустим. Просто еще мне предложили, просто я обратился к ребятам из Зенит ТВ, и они мне просто к тебе посоветовали, что ты рубишь в том, что ты делаешь, что ты сценарий можешь помочь написать. Не, я помогу, это не Да? проблема. Да. А знаешь, чем мы еще обсуждали, кстати? Хорошо, вот там мы преувеличим, а косяки? Косяки же надо тоже показать. Вот ты бы что показал из моей жизни? Косяков. Огромных косяков. Может быть, Евро 2012? Ну, наверное, да. А еще что? Если... Что, про загул гостишки показывать будем? Смотря как преподносить, конечно. А как? Ты же будешь писать сценарий, нет? Ну, и да, надо думать. Не, если что-то такое включать, то нужно именно как такие противовесы. То есть, что что-то пошло не так, там что-то, Ну, какие-то а что ошибки. конкретно? Вот что тебе сейчас в голову приходит? Ну, я, наверное, настолько прям биографию вашу не зайдешь, что прям все Как ты косяки. хочешь здесь работать, если ты не знаешь биографию директора? Нет, ну, прям настолько косяки 2000... Мне тогда же 12 лет было. А у тебя виза, кстати, английская есть? Нет. Нету? Нет. А паспорт загран есть? Паспорт есть. Ну, то, что с прессой, там вот это ваша проблема, то как крылатая, ну, можно это показать, там раскрыть. Фраза топ, нет? Нет, фраза топ. Я на самом деле никогда не понимаю, почему настолько накинулись, но у нас как бы публика такая. Ну, вы все, просто помните, что у него разница? Я не понял, 6 часов сказал его времени? У него разница. Или ваша, он же в Лондоне? А, сейчас в Лондоне или в Америке? Да. В Лондоне 3 часа тогда. У него сейчас 3 часа. Сейчас я напишу, 8, подождите, 8 спрошу ему, часов. какое время. 8 часов у него. Утра. Подождите, Начал ранняя пташка. Ну, а он вроде, сейчас же стал, он тоже, знаете, то ли вегом чуть ли не стал, рано встает, чуть ли не в 5, ну тоже, знаешь. Ну, может себе позволить. Ладно, давай что-то беру, а то сейчас мы расстанемся, кого-то напугать будешь. Я потом, если что, на кухню, наверное, принесу. Хорошо. Сейчас, подождите секунду. Все уже? Да, вон, А у меня смотрите, там по 2 можно запрыгать, нет? Подожди, дайте. Сергеич, у меня это нету здесь. Там вот здесь, Тут отверстия нету. а нету, точно? Да. Потому что... Сейчас я их соберу, подождите. Там было 3, да? Подождите, 2, где тут? Сейчас, а вот он, 3. Нет, вот... Точно не с Да вами? нету, Андрей Сергеевич. Там нет. А вот, все, нашел. Выхода ему нет. Да, нашел. Закрытая. Блин, ничего себе, мы тут бы сейчас устроили.
Так, Андрей Сергеевич, а помимо вот этого, что вы еще ели в Арсенале? Ну вот что? Да там всякие червяки, лягушки, я не знаю, короеды, там просто такие, как маленькие муравьи. Знаете, их так в соль кидаешь, они... Не знаю, а это, как они в Англии так мох, знаете, там вот как вместо того, что вот эти листья салата, они там мох кладут. И вы так питаетесь? Ну, я-то так через не могу, но потом понравилось вроде, да. Ну, когда голы забиваешь, уже готов все терпеть. Да? Просто, ты не волнуйся, полетим вместе туда. Я дней 10 побуду, потому что там еще переговоры надо провести, все доделать. Так что буду приглядывать за тобой, ты не бойся. Никто тебя там не бросит и не съест. Это самое главное. Это самое главное. Ну, Нигерия самый тот вариант. Ну, это Европа. Покоришь, какая Европа? Это Африка. Африка, ну ладно, да, все равно. Ну, другой же уровень, мне кажется. Нет? Ну, конечно. Там уже взрослый футбол. Что ж, ты рад вообще или нет? Рад. Другой уровень, это тебе не в ЕФЛ здесь играть. С пацанами. Это все, взрослые уже мужики будут. Полгодика там загоришь, английский выучишь. Потом еще и уезжать оттуда не захочешь. Ну смотри, мы уже, может быть, через 2-3 недели поедем там все подписывать туда. Тогда родители в курсе дела, сейчас будем встречаться. Ну да. Я, может быть, их позвоню им, и тогда здесь встретим, они приедут сюда, встретимся. Потому что все-таки у нас первый, как Юрий Гагарин будешь. Первооткрыватель. Ты обдумай все равно, какие у тебя идеи. Ну вот. Потому что придется поехать. Давай, это хоть первый раз директором долбанешь. Так тяжело из Москвы. Я понимаю. А? Понимаю, говорю. Понимаешь? Кстати, важный момент. Знаешь, что я вот еще так подумал, и они просили, чтобы, например, я не 4 гола забил, а 5. Это именно для художественной такой... Справишься? Хватит. Хватит? Мне работать еще сегодня. Понимаешь, постер сделаем, вот так вот покажем. А то 4 меня вообще бесит, на самом деле. Почему? Знаешь, как будто палец, я не знаю, оторвали там и так далее. Ну, просто смотря насколько это все преподносить, как правильно, потому что если это именно как такой псевдохудожественный, типа как будто бы это правда, то там лучше, если что-то и приукрашивать, то не то, что все знают, как бы какие-то вещи, которые людям, наоборот, может не броситься в глаза. 5 вообще круто будет. Нет, это нет? Выглядит или круто. Вот так вот. Но вопрос просто как люди в целом, которые у нас есть. Но это же художественное, но преувеличим чуть, нет? Не, я говорю, можно преувеличивать. Мне кажется, надо преувеличивать то, что не помнят. Ферыч, вы же там были? Я там был, да. Ну, смотрите... Там единственное, что жарко будет. Не, жарко, да. Вы там, когда поедете, это все прорабатывать, гостишки, там, поля. Там еще такой же человек, как я, у них есть. В смысле? Ну, тоже молодежным футболом занимается. Бывший футболист? Ну, я не знаю, наверное. Ну, давайте мне контакты, я с ним Не, ну это, вы уже Дэвидом напрямую что-то зарулите. Ну, Дэвид мне тогда даст контакты, я думаю, без проблем. И вы ему, знаете, какой наш смысл в том, что я хотел бы, чтобы вы ему идею закинули, что вызвать к себе сотрудников для обсуждения каких-то тем в кабинет, понатыкать кучу камер в кабинет, значит, скрытых, нести полный бред, вообще вот полный бред, чтобы он нес, чтобы хорошее видео к 1 апреля получилось. Чтобы внес бред Дэвид? Нет, вы будете. Я буду нести первый бред? Да. Как они будут это реагировать? Ну, не знаю, как вы объясните, они так и будут реагировать. Ладно, все, тогда всю нужную информацию Катя вам даст. Да, хорошо. Угу. Спасибо большое. Давай, Шаш, удачи. Спасибо. Ладно, Дэн, давай выпьем за успех нашего кино. Давай. Да, Дэн. Да, что это, какой-то розыгрыш, что ли? Да. Ладно. Вас снимает скрытая камера, Петр Олегович. Ну, молодцы, Дарья. Ладно.
Это все была шутка, мы вас разыграли. Спасибо большое. Да, но это чай, это был пранк. Здесь куча камер. Шеш, ты как к пранкам относишься, кстати? Нормально. Тоже в одном из них засветился. Серьезно? Нет, ну серьезно, это была шутка была? Да. Или шутка была? Ну, слава. Ничего. А с кем я разговаривал? Ну, с Дэвидом Бекхэмом. Да не верю я. Ну, как вы же сказали, хороший английский. Ну, А Бекхэм, на самом деле, галимый английский, его хрен поймешь. Вообще просто молодец. Приготовим? Конечно. Давайте попробуем уже. Блин, жалко, там дырки не было, просто реально, я говорил, что выскочит, а там не может выскочить. Ну ничего. Ладно, Шеш, извини, это Да ничего. будет для Зенита запись. Все, спасибо тебе. Да, ну ты поверил, я нормально играл или нет? Отлично. А? Отлично. Не, ну серьезно. Да, это не моя история, не я это затеял. Я лишь только исполнитель.